Здрасте, что-то я заговорился. У нас сегодня тема интересная, Даша. Какая? Для девочек особенно, про любовную зависимость. Слушайте, очень интересно, действительно, особенно так знаково, что это у нас с вами первый эфир. Я буду очень внимательно сегодня за всем следить. Сразу есть предложение звонить и писать тем, кто зависит, и тем, от кого зависит. Как говорится, жертвам и палачам. Давайте пару слов сначала я расскажу. Многие люди почему-то говорят о том, что типа, он... Вот нельзя же такие слова-то употреблять, я забыл совсем. Он тебе не подходит, это сейчас к девочкам обращаюсь, хотя у мальчиков такие же проблемы. А она говорит, я же его люблю. Что это вообще за странная история, когда люди потом по прошествии времени думают, да ладно, такого быть не может, неужели это я? Дело в том, что когда вам 3 года, и ваша мама вас бьет, вы же не говорите, дайте мне другую маму, правильно? Вы говорите, можно эту же оставить, но то, чтобы она меня просто не била. Или, например, родители развелись, и ваш отец больше с вами вообще не общается. Он там на мать обиделся, он не хочет с вами общаться. Вы же не говорите, дайте мне другого отца. Вы говорите, пусть вот этот отец, мой родной, меня найдет. У нас же даже мультфильм такой есть, помните? Пусть мама услышит. Как Песня, так? Которая заставляет меня плакать, несмотря на любой возраст. Песенка «Мамонтенка». Это оттуда, это Умка-то, как собаку нашу? Нет, Умка это из же, другого Умка мультфильма. не оттуда. Умка из «Ложкой снег мешая». Точно, да. Я спец по детским мультикам. Да, вот про Мамонтенка. Пусть мама услышит, пусть мама... Вот ровно, вот вы не поверите, у людей, находящихся в любовной зависимости, ровно этот мотив в голове. Что обязательно он или она вспомнит обо мне, я ж так его люблю, и так далее. И никому не приходит в голову очень простая, примитивная даже вещь. А что ты так прямо зациклился? Возьми другого, возьми другую. В чем проблема? У нас народу-то хватает. Я бы сказал, как грязи. Но люди так не думают. И потому что их любовная зависимость берет свое начало из их детских переживаний по поводу их родителей. А там, как я уже сказал, никто не просит заменить одних родителей на других. Я скажу вам более того. Всемирная организация здравоохранения признала влюбленность временным психическим расстройством со всеми признаками психического расстройства. В частности, нарушение критики полностью. То есть вы не можете нормально говорить об объекте своей зависимости. Короче говоря, там все очень плохо, очень болезненно, очень нездорово. Давайте не путать, друзья мои, со здоровой зависимостью, потому что понятно, что когда мы кого-то любим, мы от этого человека всегда зависим. Это могут быть дети, родители, друзья и так далее. Мы сейчас говорим о патологических страданиях, когда зависимость ваша заставляет вас страдать. Еще любопытная мысль, которую вы, наверное, до этого не знали. Дело в том, что люди очень четко разделяют наркозависимость и зависимость от человека. Вы удивитесь, но, к сожалению, и в наркозависимости, и в любовной зависимости принимают участие примерно одни и те же клетки мозга. И вот в смысле преодоления этой зависимости, к сожалению, очень похоже состояние ломки, например, истерики, которые у людей бывают, когда на предмет их зависимости, не их, например, и так далее. Но у нас впереди целый час, еще наговоримся. Друзья мои, что я вам хочу сказать. Вот Наталья пишет, Михаил, бывает же хорошо. Но бывает хорошо, обычно к психологу не обращаются в этих случаях. Как-то сами справляются с горем хорошего, а мы про то, что плохо. В чем проблема, друзья мои? Проблема в том, что те люди, у которых детство было не самое счастливое, детство было такое, что они были зависимы от родителей. Как зависимы? Все дети, понятно, зависимы от родителей. Но давайте возьмем такие варианты. Родители были холодные, агрессивные. У мамы была пострадовая депрессия. Папа действительно после развода с матерью никогда больше не появлялся. А ребенок сидел и ждал. А бывают родители такие, я бы сказал, прибухивающие. И вроде папа обещает прийти, потом он забывает. Я сейчас вспоминаю великое стихотворение Есенина, на которое была положена музыка.
ты жива еще, моя старушка. А знаете, что на самом деле было? Ну, правда, немножко ситуация обратная. Сергей Есенин пил по-черному. И очень часто, напившись, он шел на вокзал, а мама его жила, недалеко от Москвы, в селе Константиново Рязанской области. И вот по пьяни говорил: мать, у меня там мать, вот я сейчас к матери. И до матери не доезжал. И пьяный засыпал на вокзале, и утром просто просыпался и шел домой. И это годами длилось, что он как бы обещал маме. Вот представьте, только это обратная ситуация. Когда отец говорит: вот надо сына навестить, и потом как-то не до него, не тут командировки, он в другом городе живет, как-то время же ушло, да сын, наверное, про меня и забыл, и так далее. Вот все вот эти истории, они потом начинают вылезать, когда ребенок вырастает. Добрый вечер. В продолжении темы. Как перестать выбирать тех, кто меня кидает, и начать выбирать других? Желание срабатывает накидал. Как разрушить в себе этот подсознательный механизм выбора не тех? Спасибо за ответ. Наталья нам пишет. Наталья, дорогая, сейчас все расскажу. Смотрите, у вас либидо, то есть влечение, устроено таким образом, что вам нравятся такие люди, которые впоследствии, как вы выражаетесь, метко будут вас кидать. Когда вы с ними знакомитесь, ничто не предвещало беды. Люди как люди. Они вам нравятся, вы в них влюбляетесь. Потом, когда у вас завязываются отношения, вдруг выясняется, что это вот те самые кидалы, о которых вы нам пишете. Как эту проблему решить? Не так сложно, как вам кажется. Во-первых, признать, что у вас проблемы с либидо. Признать то, что у вас влечение к таким людям, с которыми вы как минимум никогда не будете счастливы, а даже напротив будете вполне себе несчастны. Второе. Вот это сложно, потому что когда человек влюблен, как я уже сказал ранее, у него полностью нарушается критика. Тем не менее, в какой-то секунду просветления, когда вы хоть как-нибудь можете оценить человека, ваши с ним взаимоотношения, вдруг вы понимаете, что это уже произошло. Простой пример. Человек вам не перезвонил. Вы договаривались, он уже вас кинул. Но не так кинул, что он вообще ушел куда-то. А кинул, например, не знаю, вы сказали: давай встретимся в 8. В 8 нет, 9:30 нет, в 9 нет. В 10:30 позвонил, сказал: слушай, прости, ради бога, что-то я тут на работе, у нас тут запара, я сегодня не смогу. Он вас уже кинул. Это уже до свидания. Но вы пытаетесь его оправдать, он же сказал, что не на работе запара, и так далее. Вот каждый раз, когда вы пропускаете такие вещи, вы, продолжаете увязать в этой дыре дальше. Что вы должны сделать вместо этого? При первой же ситуации, которая произошла, то есть человек первый раз, проигнорировал вас, опоздал, не пришел, договорился, потом передумал. Пожалуйста, сами из своего опыта придумайте что-нибудь. Даже не придумайте, а вспомните. И вы ему можете сделать две вещи. Сразу попрощаться или предупредить, мало ли, может, его трамвай переехал. И потом попрощаться. В любом случае, вы не можете продолжать отношения. Почему? У вас начался дискомфорт. Друзья мои, запомните это как 2 × 2. Если в ваших отношениях начался дискомфорт, это не случайность, это, как правило, будет продолжаться и увеличиться. Тогда вы должны уйти от такого человека, и что произойдет с вашей психикой? Ваша либидо постепенно начнет меняться, потому что, когда вы уходите, вы попутно обесцениваете такой тип людей. Он вам становится не очень интересный. А вы никогда до этого не доводите, кидают, как вы выражаетесь, вас, поэтому вы только еще больше углубляетесь в вашем не очень нормальном либидо. Я хочу от Кати почитать. Катя, 35 лет, муж выгнал из дома, работает психологом, избавляется от розовых очков. Раньше все была готова простить, было плохо, ждала, когда образумится. Когда поняла, что все это иллюзия, он понял, начал угрожать, что заберет ребенка, отнимет жилье, купит адвокатов и все, что можно купить у нас в России. Страшно.
Вы знаете, по поводу, кстати, отнятых детей, хочу вам интересную вещь рассказать. Мы очень любим критиковать Запад за их, такую безмерную лояльность ко всему. Гомосексуалистам, трансгендерам. У нас даже, по-моему, президент по этому поводу выступил и сказал, что нам вообще не подходит один родитель, другой родитель. Нам подходит отец и мать. А реальные причины, почему они стали называть отец и мать один родитель, второй родитель, чтобы никто ни у кого не крал детей. Дело в том, что обычно, когда народ разводится, детей отдают матери. Со словами «она же мать». У меня был случай практики, когда ко мне откуда-то издалека приехал отец и рассказал такую историю, что его жена, алкоголичка, и ребенка отдали матери, она трезвая на суд пришла, потому что она мать. Вот они для этого и пишут. Один родитель, другой родитель, чтобы было равенство. У вас другая, Екатерина, ситуация. Что я вам хочу сказать? Не надо принимать решения под воздействием страха вообще. Никогда не бойтесь и никогда не пытайтесь даже не то что принять решение, избежать принятия, потому что вам страшно. Делайте, как вы считаете нужным. И тогда, я думаю, даже муж ничего не сможет сделать. Попробуем уже в 115 раз взять трубочку? Попробуем. Здрасте. Алло. Молчат, хотя гудков нет. А мы вас, между прочим, слушаем. Попросим Сашу, чтобы он посмотрел наш телефончик. Да, попросим обязательно. Хорошо, то попробуем дальше. Давайте, пишет нам привет из Эдинбурга, Наталья. Скажите, если мы выбираем тех, кто предает наших родителей, то почему в итоге происходит развод? Золотые слова. Ведь годами напоминает отца и мать, а потом что-то перестает. Наташа, дорогая, во-первых, развод происходит не всегда по нашей инициативе. Чего же вы не берете ситуацию, когда это с вами разводится, а не вы разводитесь? Это первое. То есть половина разводов вы бы и дальше жили, а человек с вами уже не живет. Кстати, объясню почему. Потому что жертв вообще никто не любит. Человек жертвы не вызывает никаких сексуальных эмоций у партнера. И чем больше одна сторона прогибается, тем хуже к ней будет другая относиться. Поэтому он просто пустая трата, не то что времени, а жизни даже. Да и здоровья. Вторая причина, хороший вопрос. Дело в том, что невротики так устроены, что они пытаются дойти до края. И на нем еще постоять, на краю, пощекотать себе нервы. И в какой-то момент, просто, я бы сказал, резьба срывается у этих патологических отношений, так, что невротик тоже не выдерживает. И происходит развод. Судя по звукам в моих ушах... Я думаю, что кто-то есть у нас на связи. Живые люди. Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. Меня зовут Валерия из Санкт-Петербурга. Очень Если приятно. вы помните, я звонила. Расскажите, Валерия, что беспокоит? Беспокоит следующий вопрос. Я тогда звонила с вопросом, как найти точку опоры в себе с учетом зависимости супруга алкогольной, которую он не признает, к сожалению, и которая мешает жить мне. В итоге на развод мы все-таки подали. Так. И сейчас я прохожу этот непростой период и хочу попросить совет, как, наверное, с учетом того, что мы вместе были 19 лет, и я, в принципе, не была в других отношениях никогда, как этот период пережить, понимать, что я оказалась в этой точке не просто так, и были определенные причины, и не дать, возможно, какой-то также эмоциональной зависимости, да. Смотрите, Валерия, очень хороший вопрос у вас, честно говоря, потому что, здесь у нас есть целый букетик. Да. Букетик наш заключается в том, что, во-первых, ваша жизнь 19 лет была наполнена смыслом. Вы обижались, спасали, негодовали, мирились с больным человеком. Алкоголизм – это болезнь. Да. Многие это просто даже не понимают. Это психическое расстройство. Но люди к этому относятся, особенно российские граждане, где у нас распространено все это. Как какой-то, я не знаю, дурной привычки, да? Это не дурная привычка, это психическое расстройство, относящееся к химическим зависимостям.
только разные, как сказать, клетки головного мозга и разные гормоны, нейромедиаторы задействованы. А по сути все очень похоже. Так вот, у вас 19 лет, он всегда пил или он в последнее время стал пить? Ну, вы знаете, просто сначала он старше меня на несколько лет, и с учетом того, что мы были юные, было как бы нормально, да, там какие-то все тусовки, все... Ну, выпивал уже, да? Нет, я никогда не была сторонником, хотя у меня... Нет, я говорю, муж ваш выпивал еще и в юности. Ну, да, но просто мне как бы казалось, что ничего страшного, все мои ровесники, ну, да. Да, подружек. Но просто потом это, знаете, это было в таких формах, что человек просто, он становится другим, меняется, он прячется. И мне кажется, я просто все вот сделала от себя. То есть я пыталась принимать, хотя мне, да, это не нравилось. Закрывать глаза, естественно, ставить ультиматумы, ругать. И просто, наверное, я когда подала на развод, где-то в глубине души, возможно, я надеялась, что, знаете, человек встряхнется, а он как-то так это все спокойно принял, и, возможно, вот мне кажется, я из-за этого даже тяжелее сейчас вот все эти этапы прохожу, потому что мне просто непонятно, как можно было, такую любовь, как говорилось. Но вы же сами сказали, что в этом состоянии он другой, да? То есть там внешне как бы ваш муж, а внутренне там уже другой человек. Абсолютно. Там есть деформации личностные у алкоголиков. Они немножко эмоционально другие люди. Да. Ну вот. И вы 19 лет как бы на что-то жизнь свою тратили. Тут выясняется, нам надо закругляться, что все гораздо хуже, теперь этого нет. И вот дело в том, что когда вы живете с больным человеком, я сейчас не говорю про там инвалидов, например, да, про людей, у которых, как сказать, алкоголизм — это психические заболевания, есть соматические заболевания, и мы их не будем мешать. Так вот, когда вы живете с алкоголиком, и это не, как вам сказать, это, лечится, это не в смысле приговор, как ты могла бросить, хорошо, вот он болен, почему ты бросаешь больного человека? Я за жену отвечу, потому что он не хочет, признавать, что он больной, и, лечиться. Вот и все. Короче, когда человек живет, он вступает в созависимость. И я вам скажу более того, по моему мнению, жена алкоголика гораздо более психологически неблагополучный человек, чем ее муж алкоголик. Объясню почему. У него только алкоголизм, а у нее целый букет. Если бы она была человеком беспроблемным, она бы, конечно, с ним тут же развелась, когда выяснила, что он, алкоголик, и, он не собирается ни признавать, ни лечиться. Но созависимые люди, они, все, что вы сейчас слышали, там, валят Валерия, спасают, хлопают дверью, ходят с мамой, бегают по врачам, разводятся, мирятся, рыдают, скандалят, и это все бесполезная процедура. Я вам хочу сказать, что единственный способ жить с алкоголиком следующий. Вы с ним не живете и говорите следующее. Я тебя люблю, когда вылечишься, продолжим наше общение. Еще раз. Не когда ты будешь лечиться, не во время лечения, а когда ты закончишь лечиться. Потому что иначе начнутся обещания, клятвы. Я в своей книге писал о том, что я работал в одном помещении с обществом трезвости, который Горбачев еще подарил, алкоголикам, людьми, которые с ними работают. И на моих глазах это были еще советские врачи, добросовестные. Они не принимали тех, кого привезла мама, жена и так далее, муж, отец. Они говорят, пусть сами придут, тогда будет смысл, а так смысла никакого не будет. То есть, говоря по-русски, когда потом уже как развод произошел, и человек вдруг, находясь в зависимости, находится в таком растерянном положении, он не знает, чем жить. Потому что до этого он решал проблемы с мужем-алкоголиком, а теперь его нету. Что с этим делать? Надо начать писать расписание, забивая, особенно выходные дни и вечера, какими-то занятиями, так, чтобы вы это занятие заранее имели в своей жизни. Потому что есть опустошение, есть ломка, потому что нет привычных эмоций, нету этого драг-дилера, который эти эмоции поставляет, потому что вы с ним развелись. И вы должны заняться собой, и чтобы вам было легче,
просто вот заполнить по расписанию даже, это очень помогает, жизнь какими-то делами, где все про вас, и вы живете собой. И это должно вам помочь. Плюс я вам скажу, вы можете пойти к психологу. В Питере, слава богу, все хорошо с психологией. И чтобы вам было с кем пообщаться, и кто бы вас поддержал. Успехов. Ну что, еще раз хотим взять трубочку? А давайте попробуем, или можем почитать сообщения, знаете? Их Не, тоже ну очень пока много. нас, ну вот, телефон вдруг заработает. Дайте Хорошо, рецепт. вот вроде взяли, давайте Здрасте. проверим. В Здравствуйте. эфире. Да-да-да. Здравствуйте. Меня зовут Максим, я из Москвы. Хотел обратиться к вам с вот таким вопросом. У меня есть любимая женщина, мы с ней живем вместе, и во многом все хорошо. Но последний, наверное, год у нее есть сильное увлечение, танцы, и она ему посвящает все свободное время. Вот, от чего я, собственно говоря, чувствую дискомфорт, потому что это время мы не проводим вместе. Вот. Так. Я пытаюсь в данной ситуации как-то наполнить свою жизнь какими-то увлечениями, но понимаю, что это не до конца продуктивно на наших отношениях. А как часто она занимается танцами? Да практически каждый вечер по 2 часа. И во сколько вы видитесь? Ну, во сколько она с танцев приходит? Ну, фактически там в 9-10 вечера она возвращается с танцев, ну а до этого времени мы немножко пересекаемся днем. Ну, вы что, вместе Свободного времени работаете? мало остается. А вы бы хотели, чтобы как это все происходило? Ну, хотел бы, чтобы она больше времени посвящала мне и дому, и такое было в нашей жизни. И с другой стороны, я понимаю, что да, она давно мечтала этим заниматься, и мы поговорили с ней, она идет немножко ко мне навстречу и немножко сменяет график своих тренировок, но тем не менее не очень сильно, и свободного времени у нас совместного остается мало. Так а вы бы как хотели? И я бы хотел, чтобы она больше времени посвящала мне. А И поконкретнее, меньше 3 раза в неделю, 5 раз в неделю, ну, конкретно. 3 раза в неделю более чем достаточно. А она что говорит? А она говорит: нет, я хочу, мне это нравится, я буду заниматься столько, сколько я хочу. Понятно. Интересная ситуация. Но мне даже, я не знаю, как это комментировать, потому что, может быть, у вас совершенно нормальные желания, а может быть, вы тоже человек зависимый и хотите, чтобы жена принадлежала вам. Вот тут хочется небольшое лирическое отступление про любовь и дружбу. Смотрите, какое дело. Когда у вас здоровые отношения, чтобы вы не путали, здоровая привязанность, даже не привязанность, а любовь здоровая, от зависимости отличали, то вы сами самодостаточный человек, и ваш партнер тоже сам по себе самодостаточный человек. У каждого из вас есть своя жизнь, и кроме этого у вас есть что-то совместное, есть совместная жизнь. Когда вы находитесь в зависимости от человека, то вы первые хотите, чтобы вы полностью им обладали. И всякие его поползновения в сторону вы расцениваете как предательство. Я сейчас не пытаюсь вот эту ситуацию прокомментировать таким образом, но не исключаю, что вполне вероятно, это тот самый случай, когда вы хотите, чтобы человек полностью принадлежал вам, а если он вам полностью не принадлежит, то вы начинаете как бы переживать из-за этого. И это говорит о том, что вы тоже, может быть, находитесь в зависимости. При этом, если это не так, и я не прав, то вы можете сказать: слушай, ну я себе по-другому представлял семейную жизнь, и мне это не подходит. Как бы для тебя танцы интереснее, я тебя тоже понимаю, уважаю твой выбор, и пока. Ну, вообще, чем проще, мне кажется, люди живут, тем лучше. Сообщение посмотрим. Давайте. Я в семье жертва, но муж все равно не хочет меня бросать. В последнее время я начала показывать характер. Стараюсь не подстраиваться, и ему это не нравится. Все время пугает, что скоро его терпение лопнет, но так и не разводится. Как его дожать? Хочу развод. Оксана. Оксана, дорогая, если вы хотите развод, вам дожимать никого не надо. Вы обращаетесь в мировой суд, или сейчас, по-моему, через МФЦ даже можно развестись, зависит от того, есть ли у вас там какие-то имущественные претензии, несовершеннолетние дети и так далее. И вы просто идете разводитесь. Зачем кого-то дожимать, при этом я не очень понимаю. Но это все, что я могу сказать. Есть еще сообщение.
Спасибо за текущую тему. Разошелся с супругой 3 дня назад по идейным соображениям, но все равно ломко и тяжело. Очень полезные советы слышу из программы. Полегче становится. Вот смотрите, да, какое дело я вам хочу сказать, друзья мои. Когда вы находитесь в зависимости, ваш, как сказать, богатый эмоциональный мир задействован. Вы переживаете, вы страдаете, об этом думаете, вы живете этой жизнью эмоциональной на 300%. Когда вы выходите из зависимости, у вас образуется пустота, потому что все ваши эмоции уже никак не задействованы. А так как вы здоровые отношения не имели, и вообще ваша психика, сложно себе представить, что такое иметь нормальные отношения, психика заточена с детства под страдания, то она начинает испытывать ломку. Вам хочется позвонить, написать, объясниться. Как выражается мудрый мой директор, вы катаете вату в голове. Под названием «У меня есть диалоги, монологи», почему так с вами обошлись, что вы плохого сделали, за что, ну и так далее. Чувство обиды, унижения, несправедливости. И вот этим вы живете, продолжая как бы, уже свой диалог с человеком, который в реальной жизни с вами не общается. Так устроена психика. Вы должны это понимать. Вы как вам сказать, вы как наркоман или алкоголик, который решил вылечиться. Вы, конечно, в какой-то период будете испытывать ломку, потому что до сих пор вы жили как наркоман или алкоголик. А сейчас вы хотите бросить все это. Это займет некоторое время и некоторая часть ваших душевных сил. Самое главное — понимать, что это ломка, что это пройдет, что дальше будет счастье и радость. И по-другому вы можете вернуться обратно в это состояние. Вот, кстати, мне очень нравится комментарий Саши из Выборга. Он пишет: единственная тема психолога в кавычках, психолог такой в кавычках, передача: никого не слушай, разводись, будь эгоистом, никаких компромиссов. Я и только я. Но если Саша любит пострадать, и Саша видит себя жертвой, то, Саша, флаг вам в руки. Я все-таки пытаюсь людям помочь, чтобы они не были жертвой, в частности, жертвой вот этих отношений созависимых, когда вы, страдаете, потому что вам плохо, но вы продолжаете эти отношения. В этом смысле, хотя эгоцентризм — это вообще другая история, но люди именно так воспринимают. Что, видимо, не знаю, может, Александр пьет, и ему неприятно слушать, что кто-то после передачи скажет: пьешь и бухай, а я пошла разводиться. Саша, как и многие люди, может быть, хочет, чтобы его пожалели, и так никто не делал. Но, друзья мои, зачем проживать, в общем-то, не самую длинную жизнь? Человек живет не так долго, по-моему, слоны даже больше. Тратя эту жизнь на выяснение отношений, на скандалы, на разборки, на рыдания, уговаривания, на крики и слезы, на хлопанье двери и ухода к маме. Зачем? Люди должны получать все-таки от отношений радость и удовольствие. А если они это не получают, то значит такие отношения. Звоночек попробуем? Попробуем. Здрасте. Алло. Добрый вечер. Я даже не дышу в сторону телефона. И работает. Здрасте. Как вас зовут? Меня зовут Глеб. Я звоню из Санкт-Петербурга. И хотел бы спросить такой вопрос. У меня была жена. Мы с ней, соответственно, развелись. Мы не общаемся, но периодически в моей жизни она там может мне написать на электронную почту. Это единственный канал, в котором она может со мной связаться. Да? Я, естественно, почти никогда не отвечаю, но меня потом начинает очень триггерить, и я испытываю дискомфорт от этих мыслей. То есть я начинаю внутри какую-то такую жвачку жевать и думать о ней, вспоминать хорошие моменты и так далее. Как с этим можно вообще справиться и что вообще с этим делать? Смотрите, вы прошли тяжелый путь, вы избавились от зависимости, и вдруг время от времени вам говорят: слушай, да давай попробуем, что-то, ничего страшного, тебе же нравилось раньше. И у вас крышу от этого сносит, понимаете, да? Понимаю, да. То есть вам надо убрать тот канал.
когда-нибудь, когда вы совсем от этого избавитесь, вы не будете на это реагировать. Вот я могу вам сказать, что я прямо с детства такой влюбчивый родился, видимо, и все время влюблялся, переживал, тоже был в зависимости. И в какой-то момент я вдруг понял, что люди, в которых я влюблялся, я могу на улице вообще не узнать даже. И я даже встречал людей, в которых я был влюблен ранее, и вообще никаких эмоций они не вызывают. Поэтому и у вас это тоже произойдет. Просто на это уходит очень много лет в жизни, чтобы до этого дойти. Потом часто одна влюбленность у людей вытесняет другую. И как бы получается, что они от этого уже ушли, но зато они поменяли как бы шило на мыло. Поэтому, если вы видите, что вас это нервирует, уберите этот канал тоже, вот и все. Но, в принципе, огромный совет всем, кто сейчас нас слушает и имеет такую проблему, начинайте разговаривать сами с собой и еще с кем-нибудь. То есть не оставайтесь наедине со своими страданиями и договаривайтесь с собой. То есть откройте рот и прямо хотите вслух говорите, что это зависимость, что я на самом деле никого не люблю. Это очень, кстати, помогает, если вы перестанете играть в любовь. Потому что, когда вы признаете себя наркоманом, зависимым от отношений, зависимым от влюбленности и так дальше, то вы себе говорите, ну да, я наркоман. Вы знаете, фраза «я жить без него не могу» — это не фраза объяснения в любви. Или «я безумно люблю его», или «я страшно люблю его». Это не про любовь, а вот про страшно, безумно и жить не могу. Вот Наталья Диденбурга дальше пишет. Михаил, но говорить себе «я наркоман», и это не любовь, не избавляет от мыслей и тяги к человеку. Наталья, избавляет не то слово. Когда вы говорите, что я люблю его, вы продолжаете культивировать. Смотрите, наркоман говорит, я люблю наркотик. Алкоголик говорит, я люблю водку. Я скажу про себя, я почти 40 лет курил и дошло до 3 пачек в день. И я тоже говорю, что я люблю курить. И курил бы еще 40 лет, и я бы, может, столько не протянул бы просто, столько куря. Но в какой-то момент, то, во что вы, Наташенька, не верите, я сказал себе, да я не люблю курить, я обычно наркоман тупой, который не может не курить. Вот любовь здоровая, она выглядит таким образом, что, ну, если человек умирает, это будет горе. Если он живой, но вы по какой-то причине с ним жить не можете, вы можете жить и без него. А наркоман не может жить без вот этого списка, который мы сегодня оглашали. В этом, собственно, и разница между любовью и наркоманией, и зависимостью. Потому что, когда человек говорит, я жить без него не могу, еще раз медленно, это не признание в любви, это признание в болезненности своих эмоций. Это не одно и то же. Ну вот, Наталья дальше пишет, я развелась 5 лет назад, он тоже периодически на почту пишет, зачем, по праздникам, поздравляет, я уже в терапии полгода, понимаю, что это зависимость. И вообще, это прототип отца, с которым тоже отношения никакие. Короче говоря, что делать, если понимание все это не дает свободы и безразличия. Надо ходить к психологу, если ваш психолог вам не помогает, его надо просто поменять. Еще раз, я к Наташе обращаюсь из далекого города Эдинбурга. Это у них там это шикарные виски варят, по-моему. В Эдинбурге, кажется. По-моему, тоже, но точно я не знаю. Да. Я хочу сказать, что это излечимая болезнь. Любовная зависимость, наркомания, алкоголизм, табакокурение – это все абсолютно излечимые вещи. Но до тех пор, пока вы из этого любовь изображаете, вы лечиться-то не будете. Для того, чтобы лечиться, надо хотя бы признать, что у вас есть зависимость какая-то. Ну, попробуем еще наш телефон, проверим на вшивость. Давайте проверим, потому что человек очень долго нас ждет. Здравствуйте. Здрасте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Катя, мне 23 года, я звоню из города Самара. Михаил, я очень люблю ваши лекции, мне они помогают жить, как-то настраиваться на позитивный настрой. И вот у меня такой вопрос. Я типичный зависимый человек от любовных отношений. У меня есть молодой человек, с которым я хочу расстаться по причине того, что он слишком ревнивый. Я прекрасно понимаю, что это зависимость. Но как только я хочу поговорить об этом и расстаться, вот в данный момент мой мозг, он не думает так, что Катя – это зависимость. Он думает, что Катя, что ты делаешь, человек тебя
любит, а ты своими руками сейчас хочешь испортить свое счастье и сказать ему, что давай останемся. И вот в этот момент у меня трясутся руки, льются слезы, паника, и все, ком в горле, я не могу. Я просто не могу, и я так потом радуюсь в конце, что я ему не сказала, что я хочу расстаться. Мне становится легче. Но через минуту мне опять становится плохо, потому что я думаю, надо расставаться. Секундочку. Вот, Михаил, о каком же счастье вы жалеете, если вы несчастливы? Еще раз не услышала. Вы говорите, что когда я пытаюсь расстаться, мой мозг отказывает это делать, говоря, ты там теряешь свое счастье. А в чем, собственно, счастье, если вы хотите расстаться же не от хорошей жизни, правильно? Мне кажется, что он обо мне заботится. Он говорит мне, я тебя люблю, там, спрашивает, где я, как я, что я, хочет там что-то сделать мне приятное. А что же вам неприятно? Мне неприятно, что я там куда-то отпрашиваюсь погулять с подругами. Я должна отчитываться, в какое время я пришла, почему, где я была, почему я себя так вела. То есть он еще более зависимый, насилие. чем вы. Вы понимаете, Конечно. что его ревность тоже носит патологический характер? Что он тоже зависимый, еще больше, чем вы зависимый. Вы же его не спрашиваете, где он был, я правильно понимаю? Нет. Вот. А вы ему можете сказать, что, слушай, милый, если ты хочешь продолжать, то избавь меня вот от этих, например, вопросов. И если ты не сможешь избавиться, я уйду. А вы знаете, при Сталине в газетах печатали следующее. Если вы живете в колхозе, и ваш комбайн, я не знаю, прошел 3 километра или 10 километров, вы получаете медаль за трудовую доблесть. Если вы пропахали 10 гектар, то вы герой соцтруда. И любой человек мог сесть за комбайн, какое-то количество земли обработать и знал, что он получит. Такая очень простая история про причинно-следственные связи. Вы ему говорите, окей, мне тоже трудно уйти, ты переживаешь, давай договоримся. Ты меня спрашиваешь, где я была, почему я должна пойти, я у тебя отпрашиваюсь, это последний наш разговор. Он говорит, окей, мы можем так эту проблему решить? Нет. А что он начинает... Нет, такие вещи один раз делаются. А что он говорит? Я не могу без этого, да? Ну вот это начинается тягомутина. А почему? Мне не нравится. Стоп, а я не люблю. Мне неприятно. Я объясняю, почему. Мне не нравится. Дальше что? Дальше я должна сказать, ну все, мы с тобой тогда расстаемся, да? если не можем договориться. Да, и вы с ним расстаетесь. У нас просто, к сожалению, мы с вами тоже вынуждены расстаться. Хотя я бы еще поболтал. Даша, спасибо. И я с вами. Спасибо, Михаил. Ну, еще дай бог свидимся.